Друзья мои, всем большой привет! Сижу здесь на полянке, достала все свои желтые орхидеи. Ну, они не то что желтые, но вот в такой цветовой гамме, в солнечной. Сижу, смотрю и думаю, кого-то здесь не хватает. И вспомнила, что эта сладкая девочка еще не расцвела, только дует бутончики. А так, в принципе, желтая поляночка вся в сборе. Девочки, без подсветки. Ну, вы знаете почему. Уже, по-моему, часа 4 вечера. И вот все, что с окна сейчас сюда, в комнату, доходит, все, да так вот и снимаю. Смотрите, начну вот так, знаете, как вот. Вы все с ними знакомы, но начну вот так слева направо. Первая идет у меня, первая по списку идет африканский закат Карина. Вот у нее еще бутончик, никак она не распустит. Вот свеженький цветочек, девочки, вот, смотрите. Немножко мы какие-то помятые, но ничего, мы очень-очень красивые, аппетитные. Вот такие вот мы в горшочке. В разные стороны смотрим. Вот такая красопета. Кто любит Кариночку, ставьте лайкосик. Рядышком с ней Джулечка. Ну, Джулечка вообще особенная для меня. Выстраданное цветение. В том плане, что уже надежда пропала на то, что увижу домашнее цветение этой красотки. Но она меня услышала и порадовала. Такая красоточка, девочки. Тут 4 бутончика, но вот один только формируется, последний. Здесь один на цветоносике, и здесь тоже, по-моему, 4. Да, вот 4-е бутончики только-только надуваются. Вот такая вот желтенькая красота. Так, движемся дальше. Дальше вот такая красотка. Вот она стоит отдельно. Девочки, включила лампу, она там валяется, но она ничего не дает. Смотрите. Похоже на голдиум. Да, девчонки? Кто знавец в сортах. Но она вообще такая интересная. У нее такой, знаете, больше цвет желтый такой, не яркий. Такой, знаете, неспелый лимончик. Ну и такая вот губка яркая, малиновая. И вот видите, много вот на сепалиях прорисовки жилок. Такая вот она, смотрите. Там одинокий бутон дала на ответвление. Он еще никак не раскрывается, зреет. А здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, а тут 7. 7 она бутончиков в этот раз мне надула. Рядышком переходим. Ну, это вообще сказка. Сказка. Здесь у нас 4 цветоноса. 2 блиственных. Видите, мы с вами видели, думали, что детки, но нет, оказались цветоносики. В общем, она уже тут 2 цветоноса. Смотрите, какая она роскошная. Ну, это Golden Beauty. Девочки, по-моему, Golden Beauty. Я вам тут рассказываю, там иди знай. Ну, мне кажется, что это Golden Beauty. Я его вот так, вот со всех сторон не могу добраться. Это я сейчас просто смотрю, что и как у них в горшках, кого подлить, кого не трогать. И составила их вниз, и так получилось, что я все желтые поставила. Думаю, дай вам покажу эту прелесть. И вот здесь, смотрите, новые цвета. То есть вот то ответвление, видите, почки разбуженные вот так пошли к окошку. А здесь новые 2 цветоноса. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут 7. А здесь сколько? Вот тут пониже еще цветонос. А там тоже раз, два, три, 4, 5. И там 7. В общем, на этом 7. И на этом верхнем 7. Вот тут 2 по 7. 2 по 7.
14. Ну и тут, слушайте, аж подавилась от восторга от этой красоты. Либо пыльцы, кто-то мне тут пыхнул пыльцы. Ну, я, в принципе, не аллергик, но все может быть. Видите, какой яркий все-таки цветок, который только-только раскрывается. Но от этой она, конечно, отличается. Видите, как отличается. Я сначала подумала, что это две у меня одинаковые орхидеи, но нет. Это бледнее, а это ярче и неончик у нее в серединке. Но они абсолютно разные. Камера не передает, вот всегда все блогеры говорят, камера не передает. Но когда уже изобретут камеру, которая будет передавать всю вкусность цветовой гаммы. Ну вот так, видите? Это уходит в более такой в лайм, мне так кажется. Ну, в желтизну, в лайм. Ну, немножко есть зеленца вот такая. Ну, мне так кажется, даже не зеленца, желтизна. А это больше уходит в оранжевый, в персиковый. Ага, все. Это в желтый уходит, а это уходит в персик. Так что они разные. И здесь неончика, больше розовинка на колонке, а здесь неончик, видите? Вот так вот. А по отдельности бы, наверное, и подумал, что это одна и та же орхидея. Так, ну это мой любимчик. И ваш тоже. Растеряшка. Вот такой вот Лас-Вегас мой. Замечательный. Хочу сейчас, девочки, сверху его пробрызгать. Он подсох. Сейчас не растит ничего. Растит только цветонос. И вон еще, видите, бутоны дует. Я думала, он уже успокоится. Нет. Он решил продолжить свои каскады. Чумасшедшие, видите? Еще один бутон. Я говорю, да успокойся уже, отдыхай. Давай уже, скоро весна, уже листики давай растить, корешки. Нет. Ну ладно. Это одинокий цветочек. Маленький такой. Медовый друг. Медовый друг. В общем, девочки, ну Джулька вообще сногсшибенная. Они каждый по-своему необычайен. Посмотрите, Лас-Вегас вот такой красавчик. Джулька вот такая вот стрекоза. Стрекоза я ее называю. Это вообще яркая красотка, шикарно цветущая. И это своеобразное. Боже мой, что делается, что делается? Но Карина тоже так вне, так сказать, конкуренции. У нее свое призовое место. Ее тоже. Смотрите, какая розовинка у нее проглядывает, когда только-только цветочек открывается с таким розовым отливом. Так, и тут у меня ж еще один красавчик. Вот. Он в этом году у меня в этом цветении не очень, потому что пересажен, отчекрыжены корни. Тут два цветочка. Это Карибская мечта. Caribbean Dream, девочки. Ну, уже отцветает. Видите, он такой уже у меня подуставший. Он когда только распустится, он, конечно, намного красивше выглядит. В общем, девчонки, вот такая вот поляночка желтых орхидей. Ну, можно сказать, что вот в этой желто-персиковой гамме собрала я здесь такую поляночку. Сижу, значит, я любуюсь. Красота, девочки, просто красота. Вот даже жалко, что они все-таки со временем отцветут. Но здесь еще бутошки, бутошки, бутошки. Всегда хочется им угодить, всегда хочется что-то им вкусненькое предложить. Но и боязно, что можно перестараться, девочки, с предложением. Лучше потихонечку, по чуть-чуть. И чем дольше они будут уже адаптированы в наших условиях, тем они красивее, пышнее будут для нас цвести. Карина тоже такая растрепка. Каскад у нее не получается. Девочки, напишите, у вас у Карины получается каскад? У меня что-то не получается. Как-то вот они в разные стороны, на большом расстоянии, но все равно African Sunset тоже очень даже ничего. Ну вот, любуюсь я этой кучеряшкой. Джулия в переводе кучеряшка, кучерявая. Но она действительно такая завиток, завиток.
Да, интересная такая форма цветка. Не как у обычных орхидей гибридных, да? Она такая интересная, суперская. Но губа как будто, знаете, вот она вся как будто просто, знаете, нарисована карандашом. Э, как это, мелками вот нарисована, грифелем. Такая, знаете, не сильно яркая, а вот эта губка у нее прям такая, знаете, как набросок. Ну, интересная орхидея. Так что, девочки, кто мой восторг разделяет по поводу этой полянки, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Я редко предлагаю, а надо приглашать. Так что я вас приглашаю, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Добро пожаловать в наше красивое, уютное сообщество любителей орхидей. Всех обнимаю. Всем пока-пока.